Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю замечательный, очень вкусный зефир, который всегда получается на основе варенья, повидла, все, что вы найдете дома. Все расскажу и покажу в данном видео. Зефир этот готовится очень быстро, еще быстрее даже, чем на фруктовом пюре. Без уваривания пюре. Здесь будем делать заварным способом, без термометра кондитерского. То есть все покажу и расскажу в данном видео. В приготовлении данного вида зефира есть, конечно же, свои особенности. И именно на них я буду обращать внимание в своих пояснениях здесь в видео. Итак, здесь в ковшике у меня 120 мл воды такой комнатной температуры. Здесь я взяла повидло из шиповника. Вы же можете брать и яблочное повидло, и варенье любое. Главное, чтобы вы это варенье или повидло довели до консистенции вот моего сейчас повидла. То есть вам нужно его просто путем добавления по чуть-чуть туда воды размешать и пробить блендером. И потом только соединить с водой в ковшике. То есть 120 мл воды у нас остается также. И доведите до консистенции вашей, если у вас густое очень варенье, вот до такой консистенции, как у меня было. И уже можете смело с ним работать. Размешали все это сейчас с водой. Лучше брать, конечно, повидло, чтобы не было косточек. 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока. Добавляем также туда 150 грамм сахара. Все это размешиваем. Сразу хочу сказать, у меня в данном виде повидло, варенье, джема, как хотите его называйте, пропорция сахара 50 грамм сахара на 100 грамм продукта. То есть, чтобы вы имели представление, с каким сейчас видом продукта я работаю. Я добавляю туда 8 грамм агар-агара. Сила геля агара, который я использую, 900. Такой агар продается в кондитерских магазинах, в интернет-магазинах специализированных, в магазинах азиатской кухни, в магазинах эко-продуктов. Агартин не подходит для этого, сразу говорю. Отставляем пока в сторону. Все здесь продукты для взбивания. 150 грамм сахара, включая пакетик ванильного сахара, 65 грамм белка. Это белки от 2 яиц весом примерно по 50 грамм без скорлупы. И 1 чайная ложка лимонного сока. Сейчас добавляем все это в дежу миксера. Вся посуда должна быть полностью обезжирена, в которой мы будем взбивать белки. И на малых оборотах миксера сейчас я начинаю взбивать. Добавляю туда 1 чайную ложку лимонного сока свежевыжатого. И добавляю туда также весь сахар. То есть общая масса сахара здесь составляет 150 грамм, включая 8 грамм ванильного сахара. Сахар добавляем в 3 приема. Потом уже увеличиваем скорость работы миксера на полную мощность. Агар у меня полностью разошелся уже в массе. Сразу приготовили насадку кондитерскую с мешком и поверхность, где будем отсаживать зефир. И идем уже на плиту уваривать сироп. Итак, ровно 1 минута прошла, как взбиваются у меня белки, и я ставлю уваривать сироп на плиту. Как только сироп начинает у нас закипать, белки взбиваются непрерывно, они должны взбиваться у нас дальше. Вот когда пойдут уже настоящие пузыри у сиропа сейчас, при непрерывном помешивании в кастрюле, конечно же, с толстым дном, вот с этого момента я отсчитываю ровно 2 минуты, я буду уваривать сироп. Сироп здесь варим недолго, потому что варенье, повидло, оно само по себе вязкое, то есть сахар уже в нем проварен. В моем случае в этом повидле содержится еще и пектин, поэтому оно более стабильное, чем обычное пюре. Вот такие вязкие пузыри у нас спустя 2 минуты кипения. Снимаю с огня, тонкой струйкой с края, ввожу весь сироп в белки.
То, что осталось на дне посуды, не собираем и в белки не вводим. С момента, когда ввели весь сироп, отсчитываем ровно 1,5 минуты и взбиваем всю эту массу на самых больших оборотах миксера. Дольше взбивать здесь не нужно. Вот сейчас у меня прошла ровно минута, я вам просто хочу показать. То есть сейчас масса еще не совсем готова. Это ровно минута. Миксер 700 Вт. Здесь у меня мощность миксера. Повзбиваю еще полминуты. Не больше. Видите, у стенок DG-миксера начинают образовываться характерные пустоты, и уже зефирная масса начинает собираться вокруг венчика, и мы видим, что масса уже готова. Масса еще горячая, от 50 до 60 градусов Цельсия, но этого достаточно, больше взбивать не будем. Сразу же перекладываем всю эту массу в кондитерский мешок. Я здесь в 2 порции буду отсаживать, но если вы будете дольше ее хотите поставить, обязательно разогрейте духовку на 50 градусов Цельсия, и пусть у вас этот зефир накройте пищевой пленкой, пусть он у вас хранится в этой духовке, иначе он у вас очень сильно остынет, масса затвердеет, вы ничего не сможете с ней сделать. Ничего не ждем, сразу же отсаживаем зефир на поверхность. Кондитерская насадка, из которой я сейчас отсаживаю зефир, номер 1Е. Большая кондитерская насадка. И очень удобно из подобного плана насадок отсаживать зефир. Сейчас я оставляю зефир стабилизироваться примерно часа на 3. Через час он уже, в принципе, готов к употреблению. Просто мне было не до него, до этого зефира. И я его оставила примерно на 3 часа. У вас же, если очень влажный климат, возможно, понадобится целую ночь, чтобы он у вас стабилизировался. Итак, у меня прошло 3 часа, посыпаю сейчас сахарной пудрой. Примерно 30 грамм сахарной пудры понадобилось, чтобы посыпать 45 половинок. И потом только ищем подходящие половинки и соединяем их вместе. Разламываю вам самую маленькую зефирку, показываю. То есть очень плотный, очень воздушный в то же время и очень-очень вкусный зефир получается. Еще раз повторяю, варенье, повидло можете брать абсолютно любое. Лучше, конечно, то, в котором наиболее большое количество пектина содержится. Это яблоки, смородина. Ну а там уже смотрите то, что у вас есть в наличии. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.